Меня зовут Борис, играю под никнеймом Magix, мне 17 лет. Я живу в Москве, родился и вырос тут же. Москва — это круто. Да, Борисик у нас... Борисик. Я его так хочу называть Борисиком. Ребенку 18 лет скоро будет. В школе у него складывалось все хорошо, он такой умный мальчик у нас. Но так как мы часто переезжали с места на место, и, соответственно, вот эта вот дорога, транспорт, у него не было возможности тусить с друзьями, как это делал я в своем детстве. Вот он очень много времени проводил дома за компьютером. Мой первый комп появился у меня очень рано, и я с очень раннего возраста играю в игры. Одними из первых игр у меня были Call of Duty, Medal of Honor и прочее. В лет 7 я впервые поиграл в Counter-Strike, потом познакомился с Counter-Strike Source и активно в него играл несколько лет. Мне надоело то, что он очень много времени проводит за компьютером. Я отключил на блоке питания кнопочку, подходит, тыкает компьютер, не включается. Делать нечего ему, сидит в своей комнате, начал книжки читать. Прям хорошо начал прям читать книги, интересоваться, вот прям очень молодец. В школе он занимался в кружке шахматы. Ему это тоже очень нравилось, стратегии всякие, шахматы, да, это его, у него хорошо это получалось. На данный момент у меня нет такого хобби, которое занимает много времени, потому что большую часть я провожу за Counter-Strike, потому что нужно очень много тренироваться. В день на тренировке так и командные, так и индивидуальные, у меня уходит более 10 часов. Со старта никто не будет себе ставить цель стать профессиональным игроком. Все люди, которые достигают этого, большинство скорее, они просто играли в игру, она им нравилась, это было как хобби, и оно переросло в нечто большее. Я не ставил себе никаких высоких целей, но также интересовался киберспортом, но как я попал в это, я просто играл, и в какой-то момент меня позвали друзья сыграть на лане. Эти были турниры, онлайн-турниры, 2 на 2 мы играли, то есть у нас не было 5 людей, чтобы собрать целую команду. И я помню, мы забирали первые места очень много раз, они были очень легкими для нас, эти турниры. Боря постоянно был выше меня в табе, он всегда настреливал побольше. Это все равно какое-то дало ему такое начало, вот эти маленькие, никому неизвестные турниры, но все равно приятно их побеждать, и я думаю, это тоже дало какой-то буст ему в этом плане. Я играл в CIS-лигу, и в ней также играл Overdrive, который является скаутом, и он сказал, что он заинтересован в том, чтобы меня пригласить в Испаду. Он меня позвал на тест в команду, и я его прошел. Я никому не говорил об этом до самого анонса. В группе Overdrive просто 8 августа где-то я помню, вышел пост, минус трики, плюс Magix в Испаде, и все. И после этого моя личка завалилась кучей сообщений. Я помню тогда на ХЛТВ зашел, и в его профиль, и вижу фотку, и команда Current Team Испада, я думаю, ну все, это уже начало пошло, уже как бы поехало. Родители на меня не давят и всегда поддерживают меня во всех моих начинаниях. На самом деле я раньше все узнала все это. Про киберспорт раньше муж, потому что я взаимодействовала, контактировала со всеми этими договорами. И он как-то вот видел во мне вот эту вот поддержку, и он мне вот сообщение отправлял. Еще там выиграли, еще там это. Не, все проиграли как-то. Мне очень приятно было от него получать вот эту вот обратную связь. Когда он попал в Испаду, здесь мне уже сказанули, поставили перед фактом, вот Борюсик у нас хочет играть в команде, нужно подписывать договор, у него все получается. Я сказал, да, странно, мне кажется, это все баловство, какая команда, что это вообще за глупости. Ну, пускай попробует. Во время подписания договора мне сказали, что Боря перспективный, он талантливый. Я ему уже это озвучивала, он говорит, как-то вот относился к этому. Не просто так его позвали 5-м в команду, значит, какой-то вес у него есть, вот, то, что вот, какие-то ребята вот, были заинтересованы именно в нем. Вот, а когда вот он уже попал в Испаду и Спирит, я начал интересоваться КСом, изучать это, смотреть за ним, наблюдать, статистика, да, это все приятно, интересно. И сейчас я всю жизнь гордился своим сыном. А сейчас я вдвойне горжусь, показываю его интервью, как он свободно общается на английском языке. Я, конечно, не особо там все понимаю, что они обсуждают, но все равно приятно, интересно. И в момент, когда я подписал контракт, это было тем самым отправным пунктом,
когда я начал серьезно относиться к своей карьере. Мне было приятно играть, потому что вокруг меня было все игроки, которые сильнее меня, и я чему-то учился у каждого из них. Но в какой-то момент меня позвали на трио в Team Spirit, и после этого у нас был период тестовых составов, различных составов в команду. Мы тестировали разных игроков, разные вариации, и пришли к одному составу, который у нас образовался в сентябре. Мы искали новых игроков, хотели изменить состав, и пришел Коля Цертус, наш тренер, и говорит о том, что есть такой скаут в СНГ Overdrive, и он нашел в Эспаду молодого какого-то игрока, очень талантливого, все от него там в шоке, такие, типа, вот это крутой, это он точно талантливый, надо его потестить. Когда приходил Борис, нам были нужны вот эти изменения. Мы вот в том составе, объективно достигли своего потолка. Именно глобальные изменения, они вынуждены были идти извне, да, из каких-то вот новых взглядов, возможно, опять-таки, новых эмоций, там, нового отношения к игре. То есть Борис был таким неограненным алмазом, грубо говоря, но очень перспективным. Опять-таки, человек попадает, человек получает удовольствие от игры. Понятное дело, что над этим нужно работать, но как база, как заготовка, он был очень перспективным. И, собственно, исходя из этого, его и взяли в команду. В доборе с самого начала отлично вделся в коллектив. Давал колы какие-то, может где-то помогать, брать какие-то паузы внутри игры. Есть, конечно, различные косяки, связанные с тем, что там разные поколения, у разных всех какой-то менталитет и прочее. Есть сложности, которые ты со временем просто преодолеваешь, как говорится, вместе. В любой игре, какой бы ты ни играл, хоть ты можешь и выиграть ее без шансов для соперника, ты найдешь какие-либо косяки со своей стороны, либо со стороны своей команды, которые нужно переразбирать и фиксить. В первую очередь нужно следить за самим собой. Перед тем, как, например, указывать кому-либо на его ошибки, нужно спросить самого, сам сделал ли ты все на высшем уровне. Своей сильной стороной я могу назвать трудолюбие и возможность держать холодную голову в любой ситуации. Даже если мы проиграли какой-то вот важный раунд или клатч, я не буду о нем думать, зацикливаться на нем. Я буду играть следующий раунд и думать только о нем. Наверное, одна из самых сильных его сторон, почему все вообще пошло в гору, это потому, что он никогда не боялся что-то делать необычное. То есть, когда вот кто-то скажет, это другой, ты подумаешь, не, давай что-нибудь другое попробуем. А вот когда это колет тебе Боря, и ты слышишь вот эту уверенность в нем, то есть, он уверен, что вот он говорит, я ща мид выйду и ща дам ему в бошку. Он это и делает. У него реально очень агрессивный стиль игры был и тогда, и в 2015 году, и что сейчас. То есть, вот этот маленький Борислав, который тогда на Фейсите на 7-х левелах отстреливал, он не поменялся, только чуть-чуть вырос, а все так же отстреливает, только уже не на Фейсите, а в ФПЛ и на каких-то на Катовице. Борис, он именно транслирует, то есть он кайфует от игры, и вот это свое отношение, вот эти свои эмоции он распространяет на команду. Мне кажется, вот этот момент, он вот действительно очень ценен. Подобное отношение к спорту, к любой профессиональной деятельности, а именно удовольствие от процесса, да, от того, чем я занимаюсь, и умение транслировать вот эти эмоции, да, то есть показывать то, что, пацаны, я кайфую, мне классно, давайте вы тоже получите удовольствие от игры, кайфанем вместе. Наверное, одно из самых сильных действительно его качеств, одно из самых сильных вещей. Да, Magic вносит свой вклад, потому что, это, во-первых, молодой игрок, который до этого не выступал на каких-то сильных коллективах, то есть со свежим взглядом. Во-вторых, всегда хорошо иметь такого молодого парня, который может в важные моменты затащить. И мне кажется, что он такой вообще, в принципе, сам по себе позитивный парнишка, который, может заряжать команду позитивными эмоциями, и он очень талантливый и очень много работает над своей игрой. Говоря о слабых сторонах, я могу сказать о том, что мне легче играть первым номером, идти первым, искать противника, искать дуэль, нежели доигрывать раунд, клатч ситуации, потому что в этом надо думать, очень много думать. А когда ты выходишь первым и воюешь с врагом, это гораздо легче. И у меня это получается хорошо.
Это проблема, на самом деле, у многих игроков и более опытных бывает, потому что тебе кажется, что нужно все быстрее решить. Сейчас вот в этом моменте, то есть приведу момент с футболом, да, то есть ты там 1 раз не забил, 2 не забил, вместо того, чтобы спокойно успокоиться, давать пас, там, разыгрывать ситуацию, ты пытаешься бить, и не получается. Поэтому, мне кажется, это, наверное, с возрастом придет, это спокойствие, уверенность, плюс у него очень сильные тиммейты. В команде сейчас так собраны люди, которые на своих позициях одни из лучших там, все очень круто отыгрывают. Это как единый механизм, который все дополняют друг друга. И как снежный ком ты набираешь столько сил от этого. Но они долгое время вообще играют вместе уже, именно этим составом. И долго шли к этому уровню. У них было много хороших турниров. Как бы они все время были на тир-2. И сейчас, мне кажется, они постепенно входят в тир-1. И это закономерно, абсолютно, потому что там очень талантливые ребята. В игре прослеживается дисциплина, есть своя идея, свое видение игры. Поэтому все закономерно. Недавно я узнал, что я один из самых молодых игроков в топ-20 рейтингах ЛТВ. Нахождение в таком статусе не льстит, это заслуга команды и только команды. Я не могу выделить кого-то одного конкретного, потому что в игре мы все являемся коллегами, снаружи игры, в жизни мы все являемся друзьями, и тут нельзя выделить кого-то одного, все хорошие ребята. Я очень рад тому, что я нахожусь в такой команде, все горят одним желанием, с одной целью, все очень стараются, отдача каждого чувствуется. He can to make something of this position. Really, if he manages to get anything done, it's an achievement in and of itself. And oh, Magix, what? Первые деньги, которые я заработал на игре, я, наверное, выиграл на лане каком-нибудь локальном в Москве, это, пару тысяч рублей. И просто было приятно выиграть не сколько сама сумма, она, конечно, маленькая, а сама победа — это наиболее важно. Деньги, которые я зарабатываю и выигрываю, большую часть я откладываю на учебу и на жизнь, просто чтобы не тратить их сейчас. И некоторую часть я помогаю родителям с квартирой. Он хороший сын, щедрый сын. Он нам помог с квартирным вопросом, и я понимаю, что деньги нужны на образование. Я понимаю, что все не вечно, и бывает у людей быстрый взлет по карьерной лестнице, но я всегда говорю, что образование нужно получать. Да, я учусь в 11 классе, и совмещать учебу и Counter-Strike — это действительно тяжело, потому что зачастую тренировки с командой отнимают много времени, но также и сама учеба. Но кроме командных тренировок ты должен тренироваться индивидуально, но на это очень мало времени, и иногда приходится жертвовать сном. Когда подписывался контракт со Спадой, там подразумевалось один режим. Он какой-то более лайтовый. Но в момент, когда он перешел в Спирит спустя месяц, я понимала, что это немножко другой уровень, да. И он мне сам сказал, что в 11 классе все нормально, я буду учиться, все сдадим, все хорошо будет. В его 17 лет, да, и то, что у него хорошо сейчас получается в КСе, я очень рад и не хотел бы ему мешать, потому что я считаю, в 17 лет это уже взрослый, здравомыслящий человек. Если он хочет продолжать дальше играть в команде, пускай играет. Учеба, да ничего страшного. Я в 30 лет получил высшее образование. Это не проблема. То, что нужно там после школы бежать, сломя голову в институт, получать образование высшее, потом будет поздно. Ничего не будет поздно. Родители обязаны, да, они будут поддерживать любое, наверное, решение, с которым даже они будут изначально не согласны, но все равно они согласятся. Нужно любить своего ребенка и идти ему навстречу. Кроме командных тренировок, командных турниров, я часто стримлю, и мне это доставляет удовольствие, и я мог бы увидеть себя в каком-либо стримерстве. На Твиче у меня сейчас 40 тысяч фолловеров. Я решил стримить время от времени, потому что это общение со зрителями, общение с фанатами, с людьми, которые поддерживают Team Spirit, поддерживают меня. Можно пообщаться с чатом, поотвечать на вопросы. Зачастую вопросы создаются из-за тем, которые недавно прошли, например, прошлый официальный матч, если он был недавно, то много людей будут писать, спрашивать про него.
конечно, да, я стал смотреть стримы, я смотрю только его стримы, только его игры, когда могу, даже ему там доначу периодически. Я пишу, молодец, вообще красавчик, сейчас вытащил такой. Он, конечно, не читает, после игры там что-то прочитает, ответит. А так стараюсь держать в курсе, да, что ты не один, вот, я за тобой слежу, поддерживаю. И мне кажется, это его как-то мотивирует тоже, надеюсь. Вообще, да, это очень забавно, когда он донатит, и он может написать что-нибудь, что знаем только мы, и это достаточно забавно. Это очень важно, потому что в любом случае, если ты будешь посвящать свое время только Counter-Strike, то рано или поздно пройдет момент, то, что тебе это надоест и придет выгорание. Для любого игрока, в любом виде спорта, в любом виде деятельности вообще, нужна какая-то отдушина. Поэтому очень надеюсь, что Боря найдет себе какое-то хорошее, увлекательное хобби, которое будет отвлекать его и возвращать ему любовь к Counter-Strike, вот эту легкость, которая есть. Потому что рано или поздно все-таки все превращается в рутину. Я помню, я у него спросил, когда вот он попал в Team Spirit, когда уже они некоторые турниры начали брать, занимать призовые места, и я узнал, что он каждый день тренируется и часов там по 8 играет. Я у него спросил, слушай, а тебе это до сих пор удовольствие приносит? И не превратилось ли это в рутину? Потому что, по-моему, это самое страшное. Он сказал, что нет, это очень интересно. То есть каждый раз что-то новое, каждый раз круто, каждый раз классно играть, весело. И это занимательно. И я считаю, что это вообще мечта. Достичь такого момента, чтобы твое любимое дело приносило тебе хорошие деньги, и чтобы ты продолжал получать от этого удовольствие, чтобы это не превратилось в рутину. И поэтому, наверное, он и будет развиваться как киберспортсмен. Мне кажется, что у него большое будущее в этом плане, и топ-20 — это не предел для него. Я не могу назвать это исключительно работой, я все еще получаю удовольствие от игры. Называть это работой можно только с целью того, чтобы относиться к этому серьезнее и выполнять свою работу наиболее качественно. За свою долгую карьеру я встречал очень много людей, которые очень быстро, резко взлетали. Потом, ввиду разных факторов, снижали требования к себе. То есть, чем больше ты становишься успешным, чем больше тебе приходит признание, тем больше соблазнов появляется, тем больше появляется левых людей, которые могут повлиять на твое развитие. И мне кажется, очень важно для любого игрока в этот момент понимать то, что КС, она вообще честная игра. То есть, если как только в этот момент ты подумаешь, что ты крутой, или ты там что-то достиг, ты уже проиграл. Я много, говорю, встречал примеров, когда люди думали, что они будут так будет всегда. Месяц назад я говорю, Боря, вот ты сейчас сидишь, да, вот играешь вечером за компьютером, ложишься спать, а утром просыпаешься и становишься суперизвестным. Не знаю, с чего я это ляпнул. Вот просто взял и сказал вечером. И что удивительно, он сделал потрясающий мув. И это случилось именно вот буквально вот недавно, где он с 16 хп сделал эйс на пистолетке, играя против Симпла, то есть, на ФПЛ против известных проигроков. Оставаясь один, да, вот на пистолетке с 16 хп всех перебил. Это такое у меня еще не залетало. И буквально мы пошли с ним в магазин днем, и навстречу нам мальчик. В самом начале он шел ко мне с прям выпученными глазами, такой мигал, смотрит, какой-то, что это такое? Кто это? Я такой, то есть, Борь, ты смотри, говорю, что это прям случилось, да, то есть, только вчера тебе об этом говорил, да, что ты будешь известен, тебя будут узнавать на улице, да, и тут на тебе, я ничего не подстраивал, это реально был неизвестный человек, и он подбежал, да, вот ты Мэджикс, да, да. А можно я с тобой сфоткаюсь? Я говорю, да, конечно. И он достает телефон, и у него разрядился телефон в этот момент, и это было очень грустно. Так жалко стало парня, да, то есть он увидел своего кумира, а у него телефон разрядился. Я очень сильно удивился, потому что меня узнали. Я думаю, да, есть у Бори все шансы стать топовым игроком в мире. Он очень сильно вырос морально, потому что он буквально преобразился, стал совсем другим человеком. Он сломал закрытость, он был закрыт от общества, а сейчас он стал открытым, вообще медийная личность получается, и эволюционировал, можно сказать, внутренне. Наверное, минимум общения было у него со сверстниками, потому что школа у него в 15 километрах от дома. То есть мы забирали его из школы и приезжали домой. Но сейчас, мне кажется, он наверстал все это общение. Он нашел себя в компьютерных играх. Но сейчас он никакой не отшельник, он прекрасный собеседник, у него хорошее чувство юмора, хорошие друзья. Его пример меня мотивирует развиваться так же, как он, но уже немножко в других сферах. То есть, конечно, мне приятно осознавать, что, этот чувак из вот этого маленького, немного закрытого Бори вырос во что-то такое
медийная, уважаемая вокруг всеми людьми и детьми, также человека это очень мотивирует развиваться и в других сферах, не только там киберспорт, Counter-Strike, творчество, что угодно. Очень мотивирует его пример. Впереди его ждет большое будущее, если он продолжит работать в том же направлении, не снизит требования к себе, будет любить игру так же сильно, не поддастся каким-то внешним соблазнам, которые появятся рано или поздно в его жизни. И главное, говорю, сохранить вот эту любовь к игре и просто ценить момент, потому что моя карьера, да, как пролетела просто секунду, сейчас мне уже там 34 года скоро исполняется, я почти 20 лет играю в КС, и я бы там очень много отдал бы, чтобы вернуться, почувствовать снова вот эту молодость, вот это ранние эти игры, турниры, в которых ты участвуешь. Поэтому я желаю Боре только удачи. И говорю еще раз, верить в себе, верить своему сердцу и продолжать работать так, как он делает. Он большой молодец. На протяжении последнего года меня вот спрашивают, а как Боря? Как Боря? Как у него дела-то там, да? И я вот прям горжусь. А мой Боря киберспортсмен. Он играет за команду Spirit. Я очень с ним горжусь. Я думаю, Боря еще много чем удивит не только своих друзей, но и всех фанатов, всю свою публику. Ну, вы понимаете, он еще очень молод. А что может быть впереди? Меня часто спрашивают, что я могу посоветовать начинающим или тем, кто хотят начать играть профессионально, полупрофессионально. Единственный совет, который я могу дать, это играть много и быть преданным своему делу. Да, нужно просто рассчитывать на то, что ты будешь очень много и кропотливо работать.